Вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Сегодня покажу один интересный магазин у дороги. Когда мы ездили на Мертвое море, у нас была одна запланированная остановка на 10 минут для отдыха, и я успела сфотографировать магазин. Это даже больше похоже сувенирная лавочка у дороги под навесом. Это все сделано для туристов, а рядом фотографировались с верблюдами. Нет, я не фотографировалась, но там есть один интересный момент. Бедуин не разрешает мне подходить близко к верблюдам и показывает жестами и мимикой, что он может укусить. Но не знаю, насколько это правда, может ли кусаться верблюд, но плеваться они могут. И притом еще они плюются, когда дерутся между собой за самочку. Вот такие эти верблюды. Кусаются, дерутся и плюются. Есть интересный кадр, когда бедуин разговаривает с верблюдом, как с человеком. Уговаривает его одеть украшения на мордочку. Верблюд явно не хочет это делать. В Израиле есть проблема с верблюдами на дорогах. За 2 года было подано 2000 жалоб на верблюдов, бродячих по дорогам без присмотра. Произошло несколько ДТП и даже погибли люди. Но уголовного преследования в отношении хозяев верблюдов не было за отсутствием доказательств. Столкновение автомобиля с верблюдом практически всегда ведет к тяжелым последствиям. Ну вот представьте, животное на высоких ногах подрубается автомобилем, и вся его масса, более тонны, обрушивается сверху на автомобиль. Вводится в закон о обязательном вживлении чипа, на котором будет содержаться информация о владельце верблюда. Министерство сельского хозяйства требует, чтобы чип прикрепляли к уху животного. Смотрите, что происходит. Бедуины вешают бирки на уши верблюдам, но в случае ДТП немедленно появляется хозяин и срезает ухо вместе с биркой. А внедрять электронный чип в тело животное они не хотят. Говорят, это может привести их к развитию рака. Если заставить бедуинов насильно внедрять этот чип в тело животного, то может случиться еще хуже. Они просто могут отказаться от вакцинации животных. И тогда будет угроза обществу. Ведь молоко верблюжье поступает в наши магазины. В настоящий момент в Негеве есть приблизительно 3000 верблюдов. На территории Израиля нет диких верблюдов, все животные имеют хозяина. Стоимость верблюда от 5 до 2000 долларов. Хочет фотографировать, а... О, ля рычит, чего это? Не хочет. Ой-ой-ой. Ой, ты хороший какой. Ой, ты хороший какой. חס וחלילה. מישהו בר לו היד, מישהו מרביץ לאיזה חיה, לא משנה. בטח. עליי, אם אני רואה אותו, באמא שלי אני שובר לו היד. Нет, не бьют они. Не бьют. תודה, שיהיה לכם יום טוב, וחג שמח. חג שמח. Хамуд маленький такой. Ой. Не нравится ему что-то. Что-то ему не нравится. Пусту хамуд. Сам ты закажешь. Ой, я тюку. Ой, потихо. Ой. بس عند عديلة على طول ان شاء الله
Он ее фотографирует, что-то меряет. Smile. No here. Here? Stop, yeah? Understand? Stop. Because... Tamil. Слыхай, Иван, я не Иван. Okay? Я не Иван. It's okay. أنا عندي كده بتردي. Укусить может даже. Если вот так ставишь на веревочку, может укусить. Успела немножко рассказать про верблюдов. Дорогие мои, я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи. Хороший какой. Ух ты тоже. Хорошо. Хорошо. Туда. По обе стороны ковры такие. Видно, они их продают. Так.